Привет всем моим подписчикам! Сегодня фильм «Как украсть небоскреб». 2011 год. Сюжет. Адам Купер, Тед Гриффин, Билл Колладж. Авторы сценария Тед Гриффин, Джозеф Натансон, Билл Колладж. Режиссер Брэд Рэтнер. Бюджет 75, сборы 153 миллиона долларов. В ролях Бен Стиллер, Эдди Мерфи, Кейси Аффлек, Алан Алде, Мэтью Бродерик, Теа Леони, Майкл Пенья, Габари Сиди Б. Сюжет. Есть небоскреб, в котором живут состоятельные люди. Один из них – член совета директоров Артур Шоу. Другой – обанкротившийся владелец квартиры мистер Фицкью, которого выселяют из квартиры, потому что он стал неплатежеспособным и перестал гасить кредит. И есть обслуживающий персонал, управляет которым Джош Ковакс. Есть его зять Чарли, муж сестры Джоша. Есть швейцар-афроамериканец Лестер. Есть новенький сотрудник Энрике, Рик. Есть афроамериканка Одесса из обслуги. Есть афроамериканец Слайд, живущий по соседству, который не ладит с законом. В общем, несколько лет назад управляющий Джош попросил Артура Шоу выгодно вложить пенсионные накопления сотрудников, и Шоу обещал утроить их. Швейцар Лестер потом еще принес ему все свои сбережения, чтобы тот утроил их. Но в одно прекрасное утро Шоу решил бежать, но ФБР помешало, и он был помещен под домашний арест в пентхаус. На момент ареста Шоу банковские счета были пусты, наличных при обыске обнаружено не было. Джош поделился этой новостью с сотрудниками, те, конечно же, опечалились, и один из них, швейцар Лестер, даже решил шагнуть под электричку. Узнав об этом, Джош в компании Чарли и Энрике поднимается в пентхаус к Шоу, высказывает ему все, что он о нем думает, и разбивает лобовое и боковые стекла у раритетной машины Стива Маккуина, актера и автомотогонщика. За эту выходку их троих увольняют. Тогда он встречается с сотрудником ФБР, которую играет Теа Леони, и передает ей документы на Шоу, которые могут пролить свет на денежные потоки. Но, оказывается, ФБР в курсе. Незадолго до ареста Шоу обналичил 20 миллионов долларов, и куда дел, неизвестно. С подачи подвыпившей сотрудницы ФБР Джош решается на штурм пентхауса с целью обнаружения 20 миллионов долларов. Он склоняет к этой авантюре мистера Фицкью, Энрике, Чарли. Заплатив залог, вытаскивает из тюрьмы афроамериканца Слайда, который возглавил, так сказать, техподдержку ограбления. Для вскрытия серьезного сейфа, монтированного в стену пентхауса, Артура Шоу была привлечена Одесса, так как выяснилось, что ее отец был медвежатником, взломщиком. Чарли предложили должность управляющего в башне вместо Джоша, и он выбыл из игры. Шайка решила провести ограбление на День Благодарения. Под шумок они проникли в пентхаус, раздолбали стену, нашли сейф, вскрыли, но он оказался пуст. Тут они устроили перестрелку, и пуля отрикошетила и попала в машину. И тут-то всем стало все понятно. Раритетная машина оказалась золотой. Потом они благополучно ее спрятали, потом разрезали на куски и отправили курьерской службой с фрагментами авто, компенсация пенсионных накоплений. Кому руль, кому диск от колеса, кому решетка радиатора, разумеется, из чистого золота. Радости не было предела. Теперь мои впечатления о фильме. Фильм я смотрела давно, сейчас пересмотрела с удовольствием. Местами было очень смешно. Были шутки вроде примитивные, но Эдди Мерфи и Бен Стиллер сделали свое дело. Были шутки ниже пояса, ну так, безобидные. Теперь о самом главном, о пенсионных отчислениях. Оказывается, даже в Америке можно украсть пенсионные накопления, рассказать байку о неудачном вложении, уехать на остров, радоваться жизни, и тебе за это ничего не будет. Почему-то люди ведутся на обещанный высокий инвестиционный доход, непомерно высокую процентную ставку по депозиту. О, это сладкое словосочетание «пассивный доход». Одна из шуток. Чарли, будучи консьержем, опоздав на работу на 20 минут, принес букет красных роз и поздравил миссис Цзинь с китайским Новым годом на китайском языке. Сначала она опешила, но потом улыбнулась. Но потом выяснилось, что она была не китаянкой, а кореянкой. Мне было очень смешно. Для белых все азиаты на одно лицо, но белые даже не догадываются, что для азиатов они тоже на одно лицо. Отличная комедия, поднимает настроение. Не гонитесь за легкими деньгами, это всегда подвох. На сегодня все, всем пока, всем здоровья, чтобы зарабатывать трудно, но честно, почти искренне, пока.